Добрый вечер. Здравствуйте. Рада всех видеть. Что-то у меня тут YouTube совсем темно. Ага, понятно. Добрый вечер, мои хорошие. Рада вас всех видеть. Эфир. Вечер понедельника. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Рада вас еще раз всех видеть сейчас. Так, друзья мои, готовим вопросики. Не личные. Нет. Никаких личных вопросов. Речка, благодарю, мое солнце. Благодарю тебя за розочку такую. Так, мои хорошие, итак, давайте вопросы по эзотерике, пожалуйста, будем делать. Еще, да, не забывайте, у нас сейчас сделали спонсорство мы, то есть в Ютубе, так как я в основном в Ютубе работаю, сами знаете, да, сделали спонсорство, и там я высказываю свои якобы умные мысли. Да, то есть якобы. То есть, но факт то, что вот потому, что происходит вообще, да, там сейчас в Китае очень много я задела, потому что мне очень интересно. И эти видео выставляются. Будет про Украину в ближайшее время тоже выставлено и еще что-то. То есть вчера было записано 3 видео таких. Так что, пожалуйста. Я не знаю, фластырь от вен заказывать или нет. Тань, ты меня такие вещи спрашиваешь? Ну даешь, блин. Как мачка. Да. Итак, давайте. Слушаю вас. И еще, да, не забывайте, у нас в декабре тоже есть медитации, есть там вебинарчик, по-моему, Юля ставила, поэтому все это тоже есть. С наступающим. Спасибо. Да, год у нас уже опять пролетел. И не забываем ставить лайки, подписываться на канал, тапать по экранчику. Зачем простому обывателю развивать ясновидение? Если не дано, значит и не нужно. Точка. А вот 80% ясновидящих в Ютубе фантазию в лучшем случае себе бурную наразвивали и бред несут. Это так? Не буду никого осуждать. Знаете, я не отношусь к такой категории. Каждый видит по-своему. Максим, добрый вечер. Каждый видит по-своему, поэтому обсуждать я не имею никакого права. То есть нет у меня такого качества, да. Не, я люблю посплетничать, посидеть, но с подружками. Так, смотрите. Я уже много раз говорила, что дар есть абсолютно у всех. То есть просто у одних он развит, у других нет. Одни сильнее, другие слабее. Кто-то боится, кто-то нет. Родовой, не родовой. То есть есть у всех абсолютно, потому что это заложено. Но вот цели, которые преследуются, тут, конечно же, естественно, разные. То есть все зависит от человека. То есть я тоже не Господь Бог, я это всегда говорю, у меня тоже есть какие-то свои такие заморочки, поэтому сказать, что я там лучшая или худшая, я не могу это сказать. То есть я такая, какая есть. Это одно. Дальше. Насчет того, что бред несут. Ну, знаете, каждый по-своему с ума сходит в нашем прекрасном мире. Поэтому, опять же, да, если кому-то не нравится, ну, не смотрите тогда «Солнце мое». Ну, это зачем? Не забивайте. Я всегда говорю, не смотрите лишний раз барахло. Не забивайте себе голову. Вот честное слово. Не надо. То есть и так хватает заморочек в нашем мире, так хватает каких-то проблемок, да, поэтому такое. Итак, дальше идем. Да, добрый вечер. Ируська, благодарю. Ириш, хочу тебя поблагодарить за цветы. Сори, сама знаешь моей ситуации сейчас. Я просто не успела написать. Мысли материальные проверила на себе. Да, еще и как. Вы что? Да вы что? Еще и как. То есть через мысль вообще все делается. Плюс не забывайте все равно, если, понимаете, вот я не люблю это слово магия, да, так называемое, терпеть его не могу, честно вам говорю, потому что у меня всегда в голове Гарри Поттер. Вот если мы это берем как науку, если правильно к этому подойти, вы сами увидите, что там сакральная геометрия, да, там квантовая физика, там все это входит. Вообще вот сакралка, там, ну, сакральная геометрия, она вообще по полной программе. Поэтому здесь главное, если вы вот найдете вот эту вот внутреннюю сторону всего этого, вы все поймете, как все разложено. То же самое и с мыслью, да, это тоже квантовое, поверьте мне, еще и как.
Поэтому это можно спокойно разложить и объяснить человеку, почему мысль материальна, почему мы чувствуем, что у нас кто-то там о нас говорит, либо кто-то позвонит, и что это такое. То есть это настолько просто. Просто нужно немножко углубиться. А вот не верить всему подряд, а действительно немножко подучиться в этом плане. Вот честное слово. Флауэр, благодарю тебя, мое солнце. Благодарю. Сейчас, подождите, я просто у меня тут перескочила. Одну секунду. Благодарю, что вы есть. Какой смысл несет сейчас золото, кроме коммерческого? У меня по золоту и серебру есть видео, можете посмотреть. То есть в Ютубе это видео есть, то есть там как раз рассказывается более подробно, да, что там, какие качества у золота. В общем, если мы берем ту же самую эзотерику, то есть такое вот, да, как оно влияет на наш организм, там это все есть. И серебро, и золото. Посмотрите, пожалуйста. Задайте прям видео, да, это не лайв был, это видео было. Почему у человечества от цивилизации к цивилизации не получается стать немножко добрее? Что нам мешает? Мы такие созданы. То есть вот это, знаете, как прийти в эту жизнь, вот по-простому я сейчас говорю, да, как прийти в эту жизнь, и нужно понимать, что ты пришел не просто так, что ты должен изменить какие-то свои качества, что-то в себе поменять, что-то там развить и так далее. Также и с человечеством, если мы берем глобально. То есть, когда люди приходят, в основном, что делает это использование и все остальное. Да? У нас все качества, которые только возможны, негативные вообще, они в каждом заложены без исключения. Нету святых, нету. Где-то что-то да промелькнет, как говорится. И поэтому у человечества это не получается. Поэтому мы не первая цивилизация, я и уже это говорила. И не последняя, по всей вероятности. Так. Всем удачки, исполнения желаний. Мысли материальны, только почему эти одни желания сбываются, а другие нет? Желание касается только меня, и вреда окружающим не несет. Очень много зависит от силы, от правильно поставленного желания, от правильного направления. Но не забываем о том, что есть моменты, которые вам, к примеру, не даны, либо не нужны. Есть такое. Самый простой пример, я всегда говорю. Вот, человек желает себе дом, к примеру, да? Очень сильно желает. Вот все, хочу дом и все. Но вот последствия, если этот дом к нему придет по-простому, он не задумывается об этом, что нужно ухаживать, что дом все равно приходит в какой-то там, где-то что-то ломается, да, что надо будет опять деньги вкладывать. Добрый вечер. Что на Джеймс, хай. Что нужно вкладывать деньги обязательно. То есть об этом не думают. Вот поэтому иногда некоторые желания просто убираются. И опять же, направленность именно силы этого желания, она очень-очень много дает. То есть я, например, всегда желаю что-то, когда я злая. Когда у меня есть эта обалденная энергия такая, знаете, такая... И вот тогда я сразу это в желание отправляю, и все получается так, как надо. Поэтому, кстати, еще к этому ко всему. Поэтому я всегда говорю, научитесь, пожалуйста, свои какие-то негативные вещи, какие-то негативные направленные мысли, научитесь это переделывать, эту энергию направлять в нужное для вас русло. Тогда все отлично. Ой, опять проскочила, возвращаю, сейчас, секунду. Скажите, пожалуйста, как можно свой род с определенной помощи попросить? Очень просто. Вечером, спокойненько. Не надо никаких обрядов, не надо вот этих поклонений. Не придумывайте себе там лишнее, да, то есть ни в коем случае там алтарь или что-то еще, то есть не надо этого делать. Очень просто это делается, то есть вы вечером ложитесь спать, когда спокойное состояние, это самый лучший вариант, у вас спокойное состояние. Что вы делаете? Вы просто просите свой род, как будто это ваши старики, без имен битые. Важное, без имен. Хранители рода просите о том, чтобы вам помочь в какой-то ситуации. Если эта ситуация вам действительно пойдет во благо, вам помогут. Проблем никаких с этим нету. Но иногда они нас отводят от некоторых вещей, потому что чаще всего женщины просят что? Это личную жизнь. Вот это вот с чем я сталкиваюсь постоянно, да, это личную жизнь, либо какой-то мужик появился, и вот там что-то не складывается, и опять просят, чтобы он остался с вами и все остальное. Если вам это не дано, то есть если это не ваш человек, то вам никто не поможет. Просто, опять же, говорю, просите по-простому все, не заморачивайте себе голову.
Вот. Если они вас услышали, утром, когда вы просыпаетесь, состояние теплого пледа. То есть как будто тебя кто-то укрывает. Вот. Лиля, обнимаю. А наши умершие родственники слышат наши мысли или надо общаться вслух? Конечно, слышат. Мысли формами общения идет. Уютного и теплого, да, и главное мирного. Как установить контакт с родителями? Да он есть. Вы просто, вот понимаете, здесь не то, что с их стороны нет контакта, это с вашей чаще всего какие-то заморочки. То есть либо не хотите слышать, да, либо сомневаетесь, то есть очень часто такое бывает. Какие знаки Вселенной чаще всего подают человеку перед важным поворотом судьбы? Пустота. Вот прям когда, вот скажем так, как я это называю, зайти за поворот, да, это пустота. Это разрушения какие-то происходят, то есть почти практическое обнуление. Тогда да. Вот как раз это значит перед каким-то скачком. Мы сейчас не берем никакие негативные воздействия, да, то есть это совсем другое. А вот даже иногда бывает такое, знаете, состояние, как вот у меня перед этим, да, всегда перед таким большим сдвигом, что происходит? У меня состояние такое, я как будто умираю. То есть я умираю. Все. Вот мне кажется, все, завтра у меня не будет. Понимаете? Вот. И такое у меня было очень сильное было состояние, что я там чуть ли уже не этот писала тестамент, как его, не знаю, как на русском тестамент. Ну, короче, передаешь, когда своим этим всем. То есть это было у меня в 40, потом в 40, в 37, 40 и в 42. И там действительно у меня очень, очень кардинальные такие изменения были. То есть прям вот такой рывок. Потом они были более такие спокойные, да, но я просто уже теперь выровняла свою дорогу, потому что, сами понимаете, я поменяла все абсолютно, от А до Я. Начиная от человека, который у меня рядом, и заканчивая местом жительства. Так. Добрый вечер, Лиля. В нашем мире вы прекрасны. Благодарю за все эфиры. Это я вас благодарю, что вы у меня сидите, что вы мне пишете какие-то слова теплые, понимаете? Конечно, бывает очень много негативного, но это не здесь. То есть у меня, сколько я смотрю, люди, которые заходят, вообще абсолютно адекват. Как я этому рада. Да, всем хорошего вечера. Почему сейчас многие жалуются на... Опять перескочила. Где? А вот нашла, все. Почему многие жалуются на нарушение сна, усталость, как долго это будет длиться? Ну, во-первых, осеннее обострение, да, теперь уже на зимнее перешло, это одно, мало солнца, у многих мало солнца, не говорю о тех теплых странах, где оно есть. Если мы берем европейское, то здесь практически его сейчас нет. Вот витаминчиков не хватает. Нарушение сна уже давно происходит, у нас биоритмы очень сильно меняются. Ну, здесь это есть, да, надо смотреть за своим организмом, как бы там ни было. Плюс многие взрослеют, тоже изменение сна происходит. Там очень-очень много вещей таких. То есть однозначно сказать, почему, нет, не скажу. Много негативной энергии выбрасывается, тоже к этому есть. Поэтому вот так вот прям одним словом сказать, почему, это я никогда не скажу. То есть у каждого все равно индивидуально. Но я вам скажу так, мои хорошие. Я теперь уже месяца 4 вдруг, вот для меня это редкость, что я дисциплинированно принимаю витамины, да, очень большая редкость, честно говорю. Я такая, сегодня я накупила их, поставила на тумбочку, а завтра я про них забыла, да, потом только пыль стираю или выкидываю, когда срок годности прошел. А вот здесь 4 месяца я уже так серьезно так принимаю витамины, и я себя чувствую совсем по-другому. То есть у меня хватает энергии, витамин D, да, не забываем. То есть притом очень хороший, мне дочь посоветовала. И я себя прекрасно чувствую в этом плане. Так, иногда бывает усталость, но это с работой больше связано, да, здесь ничего не сделаешь. Это другая усталость. Да, привет, привет, кто заходит. Что вы думаете о книге Аркадия Петрова «Древо жизни»? Первый раз слышу. Ребят, я книги перестала давно читать. Знаете, я вам почему скажу? Я читаю, да, некоторые вещи иногда, чтобы мне, знаете, мозги там прочистить, какой-нибудь роман, который вот, я не знаю, за вечер можно прочитать, закрыл и забыл вообще, о чем там речь. Это вот когда мне нужно, как я говорю, вот я фильмы иногда такие смотрю, абсолютная тупость, чтобы мозги просто вот отключились. Да? И также и с этими. Книги серьезные такие я достаточно давно уже все прочитала, которые интересны.
Потому что я читала очень много и всегда в большом количестве. То есть меня мама так приучила. Мне мама вот действительно дала очень много в этом плане. Эм, вот знаете, поэтому сказать современных каких-то там писателей, может, он и не современный, да, но вот таких писателей я не слышала. Значит, мне оно не надо. Вот я такого мнения. У меня была книжка, которую я прочитала последнюю, но это было лет 5 назад, то есть такую серьезную книжку. "Wünsch вас" называется. "Wünsch вас" Абарихтих. Это, "Пожелай себе что-то, но правильно". Ой, наверное, даже больше уже теперь лет. Вот понимаете, если книга мне постоянно попадается, вот прям без остановки, то есть вот я ее вроде убрала там, да, или я ее не вижу где-то там, ну, я не знаю, в библиотеку я сейчас не хожу, да, ну, вот какие-то вещи, а она мне вот постоянно попадает, значит, это мне надо. Значит, я возьму и прочитаю. Вот эта книга мне вообще очень интересна. Мне ее принесла моя Arbeitskollегin, по работе коллега мне ее принесла. Она сказала почитать. Там вот такая книжечка, то есть там маленькая. То есть для меня это вообще расплюнуть, да, потому что я научилась в детстве читать не вот так вот, а вот так. То есть и я так и читаю, я продолжаю так читать. А, Короче, я ее забросила. Она мне стала просто вот попадаться вообще на любых местах, как говорится. Это одно. Следующее, я собиралась в отпуск и думаю, взять, наверное, какую-то книжку, ну, а вдруг там на пляжике где-то поваляюсь, почитаю. Не помню, что я хотела взять, но что-то совсем легкое. Я приезжаю в отпуск, открываю свою сумку, чемодан свой, да, и у меня эта книга прям сверху лежит. Знаете, то есть тоже непросто. И я ее просто села, и там буквально, да, 20 минут, там эти 300 страниц несчастных, да, то есть там все, я прочитала. Но она дала мне очень хорошую вещь, то есть она мне рассказала, как правильно все-таки желать, то, что я вам рассказываю. Потому что эта техника, которую я говорю, это не моя. То есть это техника, которую я считала просто-напросто, но я ее не даю как свою никогда, у меня этого нет. У нас есть вот матрикс НОР, да, который там невербальный гипноз, которому мы обучаем, это наша. Нумерология от Юлии Нор, это Юлина. То есть не путайте, всегда говорю, не путайте Джулию По. То есть есть Юлия Нор, человек, с которым я много лет работаю, который это все создает, такое вот именно нумерологию, серьезные какие-то науки. То есть она очень талантливая. Но это тоже не мое. Вот, невербальный гипноз, техника невербального гипноза, которую я даю, это моё. Пам-пам-пам. Дальше идем. Если человек контактер, какая польза для него от этого? В смысле какая? Вы вопрос на ответ на вопрос получать будете. Какая может быть польза от этого? Контактер, это радио, да? То есть ему дается информация. Он может ее дальше передавать, либо в себе держать. Все. Все так просто. Когда я злая, мне кажется, я ветер в другую сторону перенаправляю. Когда вот я еще раз, вот это вот научитесь этому. Вот эту энергию зла, так называемого, да, там не на кого-то прям направленно делать, а на свою дорогу пробить себе, вот чтобы у вас там выровнялось, чтобы у вас пошло так, как нужно. Я очень люблю. Меня редко вот выводишь, да, я могу там попсиховать, покапризничать что-то, да, и вот это вот нервы потрепать самой себе, ну и ребятам, которые у меня близко находятся. Аня, Денис, Мэри, сори. Это я люблю, лезть у меня такая слабость. Но вот если у меня произошел такой интересный накопительный момент, что я делаю? Я так переворачиваю. Я, во-первых, делаю себе чистку тогда кардинальную, то есть хорошую через эту энергию, и дорожки себе раскладываю. То есть, ну вот разглаживаю, все хорошо, как говорится. Иринка Драгавцева, привет, моя дорогая. 100 лет тебя не видела. Дальше идем. Лилечка злая, это ж кто может себе представить? Ну, может, на 2 секунды. О, вы не представляете, какая я бываю мигера. Ух, у меня характер тоже, со мной очень сложно. Это не то, что я там себя сейчас хочу сказать, чтобы вы мне написали: "Нет, вы хорошая". Не, ничего подобного. У меня действительно сложный характер, я это признаю. Со мной рядом находиться еще надо, знаете, какое терпение иметь. Потому что у меня свои тараканы там, да, ежики сейчас уже обои клеют. Они уж там прижились у меня в башке, да. Лошадь перестали искать, но обои клеются вовсю. Короче, надолго, походу, останутся. Но факт то, что я бываю очень такая, я могу срываться капитально. Ну и опять же повторюсь, кто попадает под это все? Близкие люди.
Добрый вечер, Лиля. Вы мне вчера снились, а вы принесли мне подарки, еще помогли с кого-то, с какого-то колеса снять крышку. Колесо было черного цвета, а крышка на нем была белая. Вы ее с силой сняли. Людмилка, какие-то перемены будут. Так, не привязывайте меня, да, то есть, потому что я, во-первых, ложусь спать в 4-5 утра, это одно. Поэтому вот фантом может мой ходить, это может, да, это одно. Следующее, я уже, по-моему, я не знаю, вышло это видео или нет, как раз по тому, почему многим там снятся известные люди какие-то, да, то есть люди, которые в жизни ни разу не сталкивались. Вот, то есть там есть такое, я только не знаю, Аня, если ты напишешь, да, оно уже вышло или нет, вообще я его сняла, я собиралась. Я, может, его и не сняла, просто подумала и забыла. Тоже может быть. Но, скорее всего, будут какие-то изменения, это да. Но то, что я могу колеса менять, это тоже да. Я могу все, в принципе. Не люблю. Лучше, конечно же, кого-то попрошу об этом, оплачу, как говорится, услугу, но если понадобится, умею все. Спасибо за ответ. Да, заметила, что когда злюсь, энергия так и прет. Кучу дел много. Да, да, вот. И еще раз повторюсь, если вы правильно все это расфасуете, поставите в нужное место, у вас жизнь очень хорошо поменяется. Скажите, если наша душа от Всевышнего кусочек, то как это с собаками? У них есть своя душа, у них другая. У них другое, совершенно другое. Скажите, пожалуйста, как понять, что появились способности? Я пока сомневаюсь в способностях, но иногда вижу человека мертвым и беременности. А чё вы сомневаетесь? Никто из вас, приходящий ко мне, не должен сомневаться в себе. Завещание, да, не должен сомневаться, потому что, еще раз говорю, я повторяюсь много раз, все это у вас есть. Развивать надо. Понимаете, если не делать прогресс, если не развиваться, вы так и будете все стоять на месте, то есть без движения. Не бойтесь ничего, что бояться? Да, по башке настучат, если мы туда пойдут. Конечно ж, как без этого, да? Что-то заберут, возможно, дадут 2 раза больше, это тоже есть. Возможно, на денежный эквивалент по-другому посмотрите, на копеечку, совсем по-другому взгляните. То есть и будете как не так, что это цель заработать деньги, да, а это будет деньги для того, чтобы прийти к какой-то цели. Потом мир так меняется, то есть вы на какие-то вещи, смотрите уже, ну, по-простому. Какие-то страхи у вас уходят абсолютно в другую сторону, потому что вы будете понимать, как оно все работает. Понимаете? Там классно. Я раньше все время говорила: "Брошу все это, брошу, я устала от проблем людских". Сейчас я это не скажу. Я могу посмеяться над этим, потому что я это не скажу. Во-первых, опять же, стала смотреть на свою работу по-другому немножко, да. Это одно. Работа есть работа, то есть я себе все-таки это поставила. Работа есть работа, своя жизнь есть своя жизнь. Это одно. Ну, есть Леонор и есть Лена, да, все знают, что я Лена. Я думаю, все это знают и так. То есть поэтому к этому я уже тоже по-другому отношусь. Я отношусь по-другому к смерти, которую когда-то все боятся смерти. То есть у кого-то она, кто-то, кто понял, кто-то прошел когда-то этап это, то есть именно опять же ухода, да, какие-то страхи прошел. Вот что происходит, то есть ты уже по-другому на нее смотришь. Какие-то вещи такие материальные, когда там куча счетов приходит, да, вот это вот начинается паника. А что делать? У меня столько счетов, как я оплачу и все остальное. И на это по-другому смотришь, абсолютно. И главное не упасть в это вниз опять. Потому что время от времени нам жизнь же подкидывает такие подарочки, да, как же без этого, особенно в конце года, да, бывает. Ну, а потом главное хорошо так себя опять перестроить, не кидаться в это все, и все пойдет нормально. Все встаёт на места быстренько. Так, да-да-да, спасибо, ребят, что сейчас сказали, как называется, завещание называется, да. Ой, опять, блин, как проскакивает сейчас, проскакивает. Сейчас, подождите. Так, где? Карл Юнг. Да, Карла Юнга я прочитала. Это удивительный человечек. Ай, сейчас, ого, сколько вы тут сообщений мне накатали. Так, друзья мои, дальше. Сейчас, подождите, я нашла. Вроде бы.
Скажите, что сделать, чтобы продать машину умершего? Выставить ее и продать, и не заморачиваться, умершего не умершего. Мы все умираем, и всякое бывает. Выставить ее на продажу. Не бойтесь. А можно своих родовых просить о простых вещах, например, чтобы приехал быстрее общественный транспорт. Зачем? Ольга Михайловна, вы меня удивляете. От вас не ожидала такого вопроса. Зачем? Настройте себя, настройте свою мысль, и у вас будет транспорт приходить как надо. Надо научиться вам многим, да, по крайней мере. Это растягивать и сужать время, только правильно. О, я вспомнила, что я на последнем матриксе забыла дать. Как раз как растягивать и сужать время. Вот это вот. И это классная вещь. И быть уверенным, что, например, транспорт придет. Вот знаете, у меня такой есть прикол. Я извиняюсь, что все время про меня, да? У меня мама даже всегда удивляется. Я всегда найду на любой вот забитом месте у меня всегда будет парковка. Потому что я без машины никуда, машина это мое все. Всегда найду. То есть мы едем там в центр города, где вообще там час пик, там ничего не... У меня будет идеальнейшее место, обязательно. Потому что я об этом даже не думаю. Я просто знаю, что я приеду, и там будет мне место. Вот. И если брать более глобально, я знаю, что у меня есть там какая-то цель, и я знаю, что это место меня ждет. И я туда приду. Перестраивайте свое мышление. Это несложно. Здесь не надо делать какие-то обряды там или что-то такое грандиозное. Нет. Все проще. Почему одни люди словно узнают друг друга с первой секунды, откуда возникает эффект души родственника? Все люди, которые встречаются нам, они все были с нами где-то связаны. В каких-то жизнях, каких-то прошлых и что-то еще. Есть у нас различные, то есть это те же самые астральные близнецы у нас есть, да, которые там вышли с одного энергетического такого момента. То есть вот эти вот вещи есть. Есть учителя, которые, кстати, астральные тоже там учителя и ученик идет. Но факт то, что то есть это может быть по качеству энергии. И здесь еще, знаете, какой момент может быть? Когда человек пришел, он, например, какой-то там вашей третьей жизни позади, да, был там просто проходящим, который с вами познакомился. А в этой жизни он приходит с нужной энергией, и вас вот сплетают. Поэтому кажется, что вы его знаете. Эта энергия еще очень много значит. Окей, надеюсь, я ответила правильно. Да, и, кстати, кармические люди, вот они чаще всего кажется, что я его знаю, вот увидел все, это мое, это любовь, бабочки в животе, а как бабочки в животе 100% карма. Так, и, друзья мои, напоминаю, ставим лайки, не забываем подписываться, делиться эфирчиком и тапать по экранчику. Хорошо, выглядите, скажите, пожалуйста, существует ли венец безбрачия? Существует, но редчайший случай. На моей практике было их 2 или 3. Я теперь уже не помню. Один я помню очень такой серьезный, они существуют, да, но они немного по-другому. То есть вот я балдею с тех, извините меня, гадалок, да, которые на каждого человека говорят: у тебя не получается у него личная жизнь, у тебя венец безбрачия. Все, надо обряд, давай сюда, то есть давай копеечку и будем делать обряд. Нет, это редчайший случай, именно венец безбрачия. Либо же вдовий платок, тоже очень редкий случай. Это просто так говорится, да, на самом деле там надо смотреть еще очень. Почему я говорю, приходите на консультацию, а не так вот, да, там, с бухты-барахты. Когда у тебя, к примеру, вдовий платок, опять же, это образно, да, не думаем о том, что на человеке платок накинут, не думаем об этом. Бывает на немножко другое, то есть когда женщина, например, там 5 раз замужем, да, и у нее мужья умирают, при этом от тяжелых болезней. Знаете, какой здесь бывает момент? Это не потому, что вот она вот такая, да, вот такая вдова, она там пожирает энергию там и все на свете. Нет. А она является определенным хранителем, который человек должен так и так заболеть по жизни, но она его может довести до конца. То есть он мягко уйдет, он в покое уйдет. Вот такие женщины чаще всего, кстати, встречаются. А настоящий тоже вдовий платок, он очень-очень редкий. Так, ну это вот к этому, да? Маленьких детей до года можно выливать воском от испуга? Я бы не советовала. Вот, можно, там надо быть очень аккуратными. Во-первых, тот, кто выливает, это должна быть желательно мама или бабушка, притом мягкая, с мягкой энергией. Это одно. То есть родственные какие-то эти связи должны быть. Есть другие способы. Там, короче, воском, вот именно как воском лить, да, целиком растапливать, там брусок или что-то. Нет, этого нельзя делать. Но можно свечкой капать. Вот. Ну, а есть еще, я говорю, другие способы, которые очень простые и точно так же можно делать.
Так. Верите ли вы, что инопланетяне берут людей на другие планеты? Почему эти люди ничего не привозят с других планет? Слушайте, если встретите такого, да, и он вернулся, спросите это. Мы ничего хорошего инопланетяне нам не показывают. Вот честно, чаще всего мы тоже такой подопытные кролики. Поэтому почему, когда я о чем-то прошу Бога, то очень долго не получается, а потом, когда я уже теряю надежду, желаемое сбывается, потому что слишком хотите, слишком сильно хотите. И вам это отодвигают. Все просто. Знаете, я всегда говорю, нет, я вам по-другому, я вам сейчас другую историю расскажу. У меня есть знакомая, то есть у меня есть люди, там монахи, да, монашки знакомые, притом это, ну, хороший, очень близкий так человек мне. Она монашка. То есть, но она при том слышит, она ясновидящая, она слышит очень так неплохо. И очень куда-то спешила, торопилась, прям вот бежала, да. И вот как раз вот, когда вот она опаздывает, она спотыкается, падает там в грязь, короче, ну вот такая вот ерунда. Встает и вот со злостью: "Ну почему? Почему ты мне сейчас? Мне вот я вот спешу, а ты меня останавливаешь". И так ей так хорошо говорит: "А чтобы не спешила, торопиться некуда". Понимаете? Но, то есть она, все понятно, да, то есть она затормозилась, она пошла переоделась, но факт то, что этот человечек чуть не попал, в серьезную аварию, потому что когда она вернулась и шла по этой дороге, там была огромнейшая авария, и она могла быть именно в тот момент. То есть это вот если по таким историям. То же самое, если вы вот спрашиваете, да, почему это не сбывается. Потому что, опять же, повторюсь, у него чувство юмора, во-первых, очень классное, да, нашего, нашей вселенной, у нашего отца. Он приколист. И поэтому немножко иногда затормаживает. Так, сейчас еще дальше. Витамин D обязательно с К2 принимать. Я кислоты некоторые принимаю, тоже хорошо помогает. Извиняюсь. Мы с вами из Таджикистана, вы супер. Мы смотрим вас из Таджикистана, вы супер. Спасибо. У меня сейчас Япония и Китай очень сильно проявились, на удивление. Почему нищета всю жизнь? Вопрос не почему, а для чего? Может быть, для того, чтобы немножко побороться? Во-первых, надо посмотреть, это программа у вас, что это вообще такое. Почему это происходит? Возможно, даже вы сами совершаете какие-то ошибки. Еще есть такое плата за родовые проблемы. То есть, если, например, в роду были те, кто там обворовывал, раскулачивал, то есть вот эти вот люди, тоже такое может быть. Но из этого, если вы это знаете, то из этого можно вылазить. То есть вы должны с этим бороться, а не просто сидеть, сложив лапки. Вот, честное слово. И если вы так думаете, вот смотрите, проблема человека, когда он все время вот думает о том, что: "Ой, у меня там все плохо, у меня там нищета, у меня там болезни какие-то", и оно ему приходит. И вот тут как раз срабатывает вот эта сила мысли. Скажите, пожалуйста, возможно закрыть дар ритуалами и чем это может быть чревато? Ритуалами я не советую, это ничего хорошего не приносит, а вот какие-то блокировки можно себе поставить. Но и опять же, ставите все блокировки, вам это подарили, вам дали подарок, да, определенный. Пускай он сложный, пускай у вас из-за этого проблемы и все остальное, но вам это дали подарок, который надо развивать. Вы себе ставите блоки, что происходит, оно зреет у вас внутри, и оно пытается вырваться. При этом через эту силу оно разрушает все, что у вас вокруг находится. Поэтому это еще под вопросом, нужно ли вам это закрывать. Можно, пожалуйста, ваше мнение в рассуждении, как относитесь к времени, которое дано от рождения, от смерти и одновременно перерождение. Так, сейчас, подождите, я, походу, немножко не могу допетрить. И, как всегда, ты права. Спасибо, Иришка. Так, читаю еще раз. Да? У меня некоторые мысли не доходят. Как относитесь к времени? Прекрасно отношусь ко времени, окей. Которое дано от рождения до смерти. Ну, жизнь. Как вы относитесь к жизни, получается, да? Если мы так берем. Или вы конкретно время имеете? И одновременно перерождение смерти в момент этого времени. Перерождение. Вообще ничего не поняла. А, Станислав, разжуйте мне это. То есть некоторые вещи до меня не доходят. Вот честно, признаю.
Оно может, у меня есть мысли, которые просто вот не стучатся даже в голову. Очень так красиво написано, но не доходит до меня. Сори. Лилечка, предновогодний вопросик. Скажите, пожалуйста, как встретишь Новый год? 2 раза с разницей по времени в 2 часа. Когда встречаешь Новый год? 2 раза с разницей по времени в 2 часа. 2 часа. Но когда загадывать желание? Слушайте, я начинаю с Казахстаном встречать. Желание надо загадывать не в Новый год. Вы можете, да, потому что это красивая сказка, это все делайте ради бога. Желание надо заказывать, когда у вас есть хорошее накопление энергии. Потому что его надо обдумать. А вот это вот со скоростью писать, там кто-то еще сжигает, да, там кто-то шампанское выпивает, все остальное. А так вот, если вот хотите такое шоу себе устроить, ну, почему нет? То есть, ну, сделайте, я говорю, я начинаю с Казахстаном и пошла, там какие все страны. И заканчиваю. Там вообще сейчас, наверное, в этом году уже с Японией начну отмечать, то есть поэтому, да, вообще большая разница. Так что лучше всего это делать, когда у вас есть эта энергия, для того, чтобы она реализовалась. Честно говорю, у меня ни одно желание, которое, к примеру, когда-то закадывала на Новый год, не сбылось. А вот те, которые я в порыве эмоций себе желала, вообще без проблем. У меня такой вопрос. Пожалуйста, если можно, совет дайте, пожалуйста. Мне иногда кажется, что кто-то меня зовет, но это на улице и дома иногда это бывает. Не забываем, у нас мозг имеет такую очень интересную функцию, он делает галлюцинации. Это одно. Следующее, бывают такие скачки в пространстве, да, когда вы тело физическое не перескакивает, а вы можете, вот, ну, открываются по-простому, опять же, как портальчики. Это может быть. Следующее, может ваш хранитель звать. То есть хранитель классный, то есть они, ребятки такие умненькие. Я не говорю про ангела-хранителя, я говорю о тот, кто с вами постоянно. Вот, они могут звать. Такой вот. Ну, дома это домовой чаще всего. Так что это хорошо, поговорите с ними. Пусть ответа не услышите, но поговорите. Как разглаживать эти дорожки, где энергия злости может пригодиться? Может объяснить подробнее. Слушайте, давайте я поэтому, потому что здесь так это не объяснишь просто. Но все равно это надо. Давайте я сделаю как-нибудь вебинарчик. Только, девчонки, кто-нибудь мои, модераторы, кто-нибудь запишите себе, чтобы я сейчас, вы знаете мою систему, да, я поговорила, закрыла и забыла. Все, так же, как и с консультациями. Каждый раз потом по новой знакомлюсь. Человек у меня 15 раз, а я каждый раз с ним знакомлюсь. Напомните мне, пожалуйста, что можно было бы сделать такой вебинар. И тогда welcome. Разжую, расскажу, потренируемся. Можно бригаду ваших ежиков, обои поклеить надо. Я вообще обои не люблю, да, что они там решили, затеяли. И главное, узорчики такие, понимаете, кто-то машинку там наклеит, притом они разные все эти обои. Короче, там весело у меня. У меня в голове всегда весело. Я думала, они уже все, котомочку собрали и учесать собрались, понимаете, потому что тараканы сдохли, думаю, ну сейчас ежики тоже уйдут, не выдержат. Нет, пригрелись, кофеечек попивают, чаечек, понимаете. Так. Ежики плакали, но продолжали лезть на кактус. Перестаньте извращением, пожалуйста, заниматься. Можно коротенечко, что там с биткоином в 26 году? О, Аня, запиши. Анечка моя, которая YouTube, запиши. Ты меня просила это видео снять, да, и напомни мне, пожалуйста. Может быть, я сегодня это сниму. Вот я сниму, а мы потом все коллективно проверим, да, потому что я про биткоин говорила, но у меня со сроками, я предупреждаю всегда, у меня со сроками есть проблемка. Я это признаю, вообще не заморачиваюсь даже в этом. Я говорила, что упадет до 77, да, не верили, когда там 106 было тысяч и все остальное, евро в этом случае. Блин, произошло. Ты ж мое солнце. Кто ко мне заходит сейчас? Какие люди? Приветствую, СССР. А всем приветствую тоже. Но факт то, что, да, то есть сбои эти бывают у меня со временем. То есть там может быть чуть-чуть продвинуться, но чаще всего продвигается. То есть не так, что быстрее получается, а немножко сдвигается. Это есть. Поэтому сниму. Дорогая Лиля, есть ли у человека истинное имя на уровне души? Может оно проявляться в этой жизни? Хороший вопрос, никогда не задумывалась. Ответ, смотрите, ответ да, есть. То есть поговорила.
Есть, да, но не скажу, да, называется. То есть поэтому сказать, какое именно, какое у человека там имя, я, естественно, даже свое не знаю. То есть мы от жизни к жизни из-за нашего кода, который, вот опять я говорю, это дата рождения и это имя, по которому работаем, ам, оно дано при рождении. А вот там, да, что-то есть. Может, мы даже никогда не выговорим. И по всей вероятности оно, наверное, не проявляется в этой жизни, я так думаю. Блин, опять такой скачок. Сейчас, подождите, вернусь. Личные вопросы я здесь не отвечаю, то есть у меня есть консультации, добро пожаловать. Блин, ничего себе, сколько вопросиков. Ребят, вы что, соскучились? Я чтоб на той неделе с вами была. Сори. Так, нашла. Что лучше сделать с едой, одеждой, мебелью умершего человека, который жил один? Можно ли это использовать? Он умер в своей квартире, благодарю. Желательно, если, например, на кровати, да, матрас, естественно, заменить, пожалуйста. Теперь, смотрите, энергетика любого человека, то есть остаются так называемые следы у любого человека, который уходит, либо находился. Благодарствую. Ты же мое солнце. Я к тебе сегодня опять зайду на эфирчик. Мне такой подарок красивый прислали. Еще, смотрите, вернемся назад, да. Я извиняюсь, что отвлекаюсь. Вот вещи, на которых человек умер. Да, желательно убрать. Желательно все помыть, если вы в этой квартире будете оставаться, либо еще перестирать, где-то в соленую воду опустить. Потому что, опять же, следы человека остаются, фантомы после человека остаются, да. Все это есть. Энергетика может быть оставаться. Поэтому желательно это все вот, ну, как-то переработать по-простому. Я не отношусь плохо к тому, чтобы там кому-то отдают. Вот это вот всегда было раньше, так это, наверное, останется. То есть, потому что иногда вещи очень хорошие, да, и где-то в какой-то степени даже жалко отдавать. То есть мертвому они уже не нужны, а вы можете в свое какое-то благо все-таки их использовать. Вот. Так же самое, если мы с антиквариатом, да, работаем, там все знают, что с антиквариатом тоже надо быть осторожными. Особенно, кто у меня есть копатели, да, у меня есть такие ребята, всегда предупреждают, у черные копатели, будьте аккуратнее. То есть здесь нужно все равно переработать, где-то проработать, и потом можете спокойно использовать дальше. То есть сказать, чтобы все выбросить, я этого не скажу. Но я и со странностями, то есть это, потому что я говорю, я к смерти по-другому отношусь. Ой, извиняюсь. Пам-пам-пам, где мы дальше? Так, что у меня после смерти... насчет еды, да, вы еще спросили, что сделать с едой? Выкинуть? Вот это можете выкидывать. А у меня после смерти мамы было ощущение, что она рядом, и на интенсиве вы тоже мне приснились. Сели на стул и говорите, ты понимаешь, что нужно отпустить, и после этого перестала ощущать маму. Гулечка, ты у меня как раз в Чихае, да, в Чехии живешь? Это ты та Гуля? Ты мое солнце. Нет, нет, это не та Гуля. Другую показывают. Окей. Я рада, что хотя бы в таком виде я к тебе пришла, да, и хоть как-то тебе немножко помогла. Но опять же, это, возможно, была не я. Возможно, это как раз ваш ангел, либо кто-то из хранителей. Просто вам был такой образ, мой образ вам был немножко ближе. Меня что-то потянуло на тему депортации наших немцев. Все материалы собираю, мне так интересно. Родня большая, а почему-то только меня это интересует. Почему? У нас тоже, ну, вы знаете, да, я тоже этническая немка, да? Никого нету, кроме вот немцев. В роду никого не было. И у меня мама сейчас это собирает. То есть она подняла такую родню у нас. То есть она всех подняла, и то есть она это собирает. Это очень интересно. Знаете, я вообще советую всем немножко покопаться в своем роду. Тогда многие вещи вам не понадобятся гадалки, либо кто-то там еще просматривать. Потому что вы многие вещи будете понимать, почему в вашей жизни есть какая-то проблема. Очень много идет из самого рода. То есть вот это вот есть. Либо же, почему человек там, например, ну вот у нас, да, все на одном уровне, да, я начала скачок делать. Притом очень такой серьезный. Когда более глубоко все это начало выходить, то есть у нас действительно в роду были очень богатые, которых когда-то раскулачили. То есть вот это вот пароходы и все остальное, оно как раз существовало. И просто сейчас меня опять же меня в это возвращают все. То есть, ну и мой род. То есть вот эта энергия, она накопилась, и она должна опять выходить как-то. Вот она так выходит. То есть я, как говорится, первый этот, мне даже дочь сказала, мам, ты у нас проходит везде. Ты сумасшедшая? Вперед. И также, и почему, к примеру, происходят там смены стран.
Та же самая ерунда. То есть если вы покопаетесь в своем роду, вы поймете, почему это. То есть, значит, где-то это было, и сейчас эта информация начала выходить именно в таком виде. Так, мы уже почти час сидим, да? Молодежь не хочет рожать детей. Почему? Что делать, если хочешь внуков? Не торопите деток. Всему свое время. Мы жили в одно время. Они живут в другое время. Понимаете? Моей дочери сейчас, да, там 31, сейчас 32 будет ей уже. Понимаете, тут и еще деток нету. И хорошо, то есть вот я сейчас только созреваю, чтобы быть бабушкой. Вот только сейчас. Но я прекрасно понимаю с моим, то, что я постоянно по всем странам мотаюсь и постоянно где-то, ну, нереально, я ребенку не смогу дать так, как бы я хотела. Такую бабушку иметь там, вот, как я бы хотела, да, рядышком. И немножко где-то даже это обидно. Но это ладно, поэтому не спешите. Мы жили в одно время, когда там ты 18 лет не вышла замуж, все, ты уже старая, как ее назвали-то, блин, господи, забыла. Старая дева, о, вспомнила. Ты старая дева, да, там в 20 вообще забудь на дискотеку сходить или что-то еще. Все, ты сидишь дома, одела платочек и в окошко смотришь. У них совсем другое. Они только к 30 начинают там понимать, что, ага, ну, возможно, надо семью. Под вопросом, нужно ли. Многие развиваются. Плюс не забываем о том, какая инфляция, какие цены. То есть если там 20 лет назад мы могли себе позволить даже в кредит какой-то там дом купить и все остальное, сейчас дети наши в одиночке практически не могут прожить. То есть в одной квартире, там, чтобы нормальная квартира более-менее была, они не могут оплатить, потому что инфляция бешеная, возможностей нет. И они по-другому на это все смотрят. И я считаю, в какой-то степени это правильно, тогда они встают на ноги и идут дальше сами, а не зависимы от родителей. Им сложно, поэтому все равно, дорогие мои родители, надо помогать. Не так, что выкинули, 18 используй на свободу и делай, что хочешь. Нет, помощь все равно должна быть. Просто она должна быть в разумных размерах. Молодежь не хочет... Так, это мы уже окей. Здравствуйте, возможно ли, что я не совсем по теме вечера, просыпаюсь я на днях от того, что кто-то меня целует очень нежно. Дома я была одна. Получается, что это домовой. Может быть домовой. Да, может. Такое вот, особенно если вы тепло почувствовали, кстати, хотя он чаще всего холодненький, но вот тепло почувствовали, да, может быть, кто-то из ваших ушедших родственников, то есть проявляет себя так. Как научить людей не обижать животных? Бесполезно. То есть если человек сам до этого не доходит, то есть бесполезно его обучать. Вообще, знаете, я такая садистка. Вот эта вот немецкая овчарка во мне все равно есть. То есть если бы я увидела, что какое-то животное обижает, наверное, человек бы просто так не ушел от меня. Все очень жестко в этом плане. Ну, я очень люблю животных. Я же говорила, да, я хочу сейчас завести змею. К родственникам ближе тянусь, понимаете? Так, скажите, так, это мы всё пошли. Ох, 1000 лет не была на стриме, как рада вас видеть. По паспорту я Элеонора, но все зовут Эллой, крестили Еленой, так как в православии Элеоноры нет. Влияет ли это на судьбу? Особо нет, не влияет. То есть здесь зависит от того, к какому имени вы себя все-таки причисляете. От рождения, либо же то, которое вам дали. То есть, когда вы идете на просмотры, желательно от рождения имя брать. То есть говорить. То, что там крещен, не крещен, мне вообще это не надо. То есть, поэтому я не могу сказать, что оно как-то прям так влияет. Ну, я так не замечала. Если б и, кстати, да, у меня же тоже получается, я крещённая, там я как Мария крещённая я брала, то есть, ну, мне давали. Я Елена по нормальному имени, и псевдоним у меня Лилия Нор. Классно, кстати, классная вещь. Вот 1000 раз объясняла, я говорю: "Классная". Привет. Классная вещь, потому что Лилия Нор- это работа, Ленка- это дом. Всё. Если близкие желают тебе зло, и это сбывается, как поставить блок? Сделать чистку, отправить назад. Почему при медитации звезда начались слезы? Если вы у нас не были на медитациях, чаще всего люди так себя проявляют. То есть у человека есть камень, который нужно освободить, то есть внутри сидит. При наших медитациях мы же к вам, это мы не просто сидим в тишине, мы каждого из вас видим. То есть, и мы заходим и вытаскиваем. Если там накопилось, мы это вытаскиваем. Вот чаще всего такое бывает.
Я думаю, кто у меня на медитации был, можете спокойно написать здесь, да, если это, как они проходят. Они немножко другие. У нас нет вот этого часами сидеть, омкать там или что-то еще. У нас медитация 4 минуты. Любая. Вот, но при звезде вы, наверное, заглянули, там же желания свои надо было прописывать, да, сокровенные так называемые. Вы, скорее всего, еще и заглянули в себя и почувствовали, что вы хотите. И где-то, может быть, даже вот эта жалость проявилась к себе. Поэтому это вполне нормально, что такой выход происходит. Так, скажите, пожалуйста, в следующей жизни мы опять встретимся и проживем с той же семьей или уже с другими людьми? Может быть, перестановка, но встречать вы этих людей будете. То есть, к примеру, ваш брат может стать вашей мамой, потому что энергия, она бесполая, да, сама по себе, тоже наша душа, так называемая, она бесполая. Эм, Может быть, либо там ваша мама станет вашим ребенком, ну, вот так вот, короче. Когда лучше ставить импланты, до Нового года или это ваш выбор. Я не имею права решать за вас, когда вам ставить импланты, либо делать операции, либо что-то еще. Нет. Мы начали делать отливку свечами. Когда придет облегчение, дороги откроются по окончании 40 дней или раньше. Могут раньше быть, конечно же. То есть всё зависит от того, сколько дней вы чистите, как вы это двигаете, если что вы меняете. Вообще, когда делаешь чистку, а вы свечами делаете, да? Прожигание, что ли, просто? К примеру, когда делаешь отливку, практически сразу наступает облегчение. Реакция практически моментальная. Можно ли почувствовать момент, когда карма разворачивается в нашу пользу? Какие признаки у этого? Налаживается жизнь. Какие-то начинаются плюшки идти какие-то, что-то положительное. То есть если отработка прошла, да, какая-то, то вот эти вот вещи начинают приходить там. Работа легче, люди какие-то интересные вокруг начинаются, направление меняется. То есть, ну, такое вот, заметно. Люблю жечь свечи и сидеть смотреть на огонь и рукой над ней водить. Может огонь от обычной свечи чистить от негатива. Я извиняюсь, я просто сегодня уже столько наговорила, и у меня немножко болят мышцы. Ну, не болят, да, ну вот сами понимаете. Так, огонь самое классное. Ну, я вообще сама я с огнем всегда работаю, я его очень люблю. Самое классное, что может чистить. Любая свечка, главное, чтобы оно горело. То, что вы водите, вы прям видно на подсознании чувствуете, что у вас там какие-то накопления, какая-то грязь, может быть, где-то что-то цепанули, да, и вот этим вы сжигаете. Поэтому независимо, какая свеча, оно помогает. То есть если это кардинальная чистка, там, конечно, надо больше и всего остального. А вот такие вот вещи, это да, делайте. Ну, кстати, что-то я давно свечки ароматические не зажигала. Так, спасибо за ответ. Какие способы от испуга можно применить до года? Через чашку воду льют, если вы знаете, через дверцу. Вот такое вот есть. Как же оно правильно называется? То есть я с этим способом-то работаю без проблем, да, а название я не знаю даже. То есть это через, дверную ручку выливается вода в чашку. Вот такую посмотрите, может, где-то найдете. Потому что такие простые обыкновенные чистки, вот именно деток, да, они везде, то есть не усложненные, они все везде одинаковые. Просто сравните, вы увидите. Вот этого. Затем, умывать подолом, умывать, святой водой там ребенка, да, либо серебром, ионами серебра, и вытирать подолом ночнушки. Тоже классная очень вещь, очень классная вещь. Просто свечкой пройтись вокруг тоже хорошо. Это вот можно. Если же ребенок закатывается, там немного другая система, там нужен платок. То есть это уже желательно кому-то обращаться, если закаты идут. А так вот, ну, свечкой такие вещи. То есть свечкой вот просто берете там, я тоже посылала недавно видео, скажем так, стакан воды, да, свечку вот так вот, и над ребенком, пока он спит, капаете. То есть вы не бухаете воду, воск, а прям капаете, стоите, тоже снимает. Так. А как спросить, если они ничего не помнят? У меня папа ночью исчез, а утром появился весь поцарапанный и не помнил ничего. Можете сказать, я не поняла, в каком смысле, что это вообще? У кого спросить, что спросить?
Я Узбекистан, город Ташкент. Ночью он лег дома, а утром мы все были в шоке, папы уже нет, но меня до сих пор мучает, что это. Что это было? Вы не думаете, что у вас папа лунатить может? Самое простое именно объяснение, что он лунатит. Либо действительно кто-то пошел. То есть не при сразу к магии не надо это. То есть есть достаточно много объяснений. То есть отправьте его к гипнотизеру. Если он все помнит, он сам расскажет и не пойдет. Либо же гипноз выведет. Если дети усыновленные, мои предки, мои родовые будут им помогать. Если будете просить об этом, да. Или им будут оберегать другие предки, у них тоже есть свои, то есть свой род, даже если дети усыновленные, у них есть свой род. Но вообще, если будете просить помощи, конечно же, будет вам помогать тоже. Им помогать. Лиля, правда, что в 2030 году Ленина вынесут из... Вы обещали рассказать про его фантом. Да, я такое обещала. Видите, у меня говорю сквозняком, мне надо записывать. Слушайте, давно надо было уже захоронить, блин. Господи, человек мучается, понимаете? Вы знаете, да, что если человек мумифицирован, он не может перерождаться. Вы слышали этого? У него не происходит перерождение. Пожалуйста. Вот. Ну, может, это и лучше, конечно же, но все-таки. Это я расскажу, потому что сейчас точно нет, осталось 3 минуты до конца эфира, да, я больше часа никогда не веду. Может быть, сниму видео, посмотрим, вынесут, не вынесут, но я говорю, уже давно надо было закопать. Что значит сладкая энергия у человека, когда цепляются злые люди, стараешься избегать, а тебя ищут, про тебя говорят, сама дружелюбная, но есть такие, ставлю на мысль защиту, но сами лезут, потом получают. Сладкая энергия. В основном она у нас у доноров. Объясняется как. Баночка энергии у доноров, да? Она наполнена, закрыта крышечкой, и они ее не отдают просто так. Она там такая, знаете, она вот как подбродившая, такая сладенькая. И чтобы эту энергию взять, то есть нужно раскачать. Поэтому все время с донорами кто-то ругается. Чаще всего такое бывает. И они вот эту вот как раз энергию начинают скачивать. Конечно, она будет... Да, защиты ставьте. Сейчас я буду размусоливать все это. Ставьте защиты обыкновенные, то есть браслеты какие-то, талисманы себе сделайте. Ну, такие вот вещи будут помогать. Так, мои хорошие, давайте, наверное, закругляться, да, потому что, как я всегда говорю, больше часа я не сижу в эфирах. Прощаюсь сначала, как всегда, у нас с Ютубом. Посмотрите, пожалуйста, за расписанием. Расписание было выставлено сегодня. Какие у нас эфиры будут на неделю. Четверг у нас, как обычно, это прогноз на неделю. Не забываем об этом. Но факт то, что можете посмотреть. Итак, всем желаю хорошего вечера. Прощаюсь сначала с Ютубом. Пусть у вас все получается, да. Копите свои вопросики, и обязательно мы выйдем с вечером с таким. Еще будем говорить. И до свидания. ТикТок.